Всем здравствуйте, всех приветствую, всех, кого не видел. Немного поиграли в метро, пока отойдем мы от этого режима, отойдем от метро, пойдем посмотрим, что у нас там с нашими читерами, как они поживают вообще, потому что мы уже несколько дней просто заходим и не смотрим, надо с вами поделиться, как там наши читерочки вообще себя чувствуют и что с ними происходит. В принципе, здесь все просто. Смотрим с вами видео, на данном видео делаем выводы, является ли данный игрок читером или нет, как он себя ведет, подозрительно он играет или не подозрительно. Смотрим какие-то моменты, судим мы в моменте именно по этому видео. Если нам что-то непонятно, мы отправляем, чтобы его записали еще раз. Если нам все понятно, либо в нарушении не выявлено, мы, соответственно, ставим то, что он не читер. Кто хочет помочь мне, кто хочет вообще, в принципе, проявить какую-то заботу, соучастие, помимо там доната, еще чего-то, вы можете спокойно закидывать в битле популярности на мой ID и, собственно говоря, таким образом помогать мне, потому что мне будет приятно, и это тоже будет олицетворение того, что я делаю что-то прикольное, что вам нравится, что вы оцениваете. Закинуть ее можно по ID-шнику, который находится вот здесь слева, поэтому, собственно говоря, это тоже является оценкой моей деятельности, моего творчества, и мне всегда приятно, я вижу, что кто это делает, я вижу по рейтингу, кто это делает, и, собственно говоря, конечно же, вижу вас. Первое видео на 2 минуты. Начинаем. Поехали. Первый братик. Режим метро. Залутан. Полностью залутан. Так, нужно сделать потише. Потише. Попробую брать здесь. Возможно, слишком громко, чтобы не было громко вам. Я надеюсь, что не будет слышно. Он с МК-14 играет, у него фулл 6 броня. Нет, шлем у него 4, а броня у него 6. Плюс у него... Так, что ты делаешь, брат? В этом моменте я хочу обратить ваше внимание. Вот смотрите, при его игре, да, то есть давайте вот просто вернемся назад. При его игре обратите внимание на то, что он очень неуверенно двигается. То есть он играет, довольно средний. У него довольно средний уровень. Быстрая наводка, прокачан перк у него, снижена у него отдача на МК-14. В этом режиме МК-14 отдача снижена. Но что мне не нравится? При такой игре, при такой дерганой игре, да, то есть он фактически, вот смотрите, он заготовил молик и наводится заранее и кидает его в стену. То есть он фактически, не обладая информацией, именно по этому фрагменту давайте судить. Смотрите, вот именно первый фрагмент. То есть он выходит, прицел у него все время попадает на противника, он ведет краем взгляда противника. Возможно, он знал о нем до этого. Но вот этот молик, конечно, ну ладно, со всеми бывает. И вот прицел... Вот его прицел постоянно наводится четко на модель, и проблема в том, что даже при помощи прицеливания она работает не так. Я повторюсь, из видео в видео говорю о том, что помощь прицеливания работает несколько иначе. То есть в этой ситуации я могу точностью сказать, что есть подозрение на том, что он использует ВХ. И вот смотрите внимательно на то, как наводится его прицел. Он не то что фиксируется, он наведет сейчас четко на голову. Видите? Раз и опять. То есть фактически знать местонахождение, где он есть, ну, ребят, вот это стопроцентное подозрение на вулхак и на автоприцел. То есть здесь этот братик у нас спалился, этот братишка не нравится, он портит нашу игру. Мы здесь просто видим, мы уже точно можем судить именно по данным фрагментам, что парень использует волхак и использует, то есть рентгеновское зрение, как это здесь называется, использует автоприцел. Автоурон еще мы не можем доказать, но фактически за деревом там есть подозрение, что был автоурон. А вердикт у него простой, выявлено нарушение, рентгеновское зрение, автоприцел. Бегать он не бегает быстрее, но опять же в режиме метро можно установить возможность не влиять на
грузоподъемность. Ну, то есть груз твоего рюкзака не мешает тебе бегать с той же скоростью, это не важно. Модификация отдачи мы тоже не можем здесь зафиксировать, потому что МК-14, у нее отдача априори снижена. А вот автоприцел, рентгеновское зрение и, возможно, автоурон мы можем абсолютно точно ему добавить. Ну, с нами согласно 80%, я думаю, что этот персонаж улетит далеко и надолго. 4 минуты видео, очень много моментов. Вот сейчас стало закидывать нам более серьезные видео, на которых стоит посмотреть и разобраться вообще более детально. Это карта Эрангель, общаги. Вот что сразу не нравится мне в таких моментах. Обратите внимание, то есть вот когда он прыгает, периферийной частью зрения, вот я сейчас поставлю на стоп и вот этот зафиксирую момент, периферийной частью зрения он держит модельку, waypoint модельки противника всегда в поле зрения. Это очень важный момент. И хорошо, у него есть инфа. Автоматически быстрая наводка не играет роли, что есть автоприцел. То есть он может на 400 выкрутить там на планшете и сыграть. Вопросов нет. Вопросов нет, быстро навелся. Опять же, здесь нужно еще раз посмотреть для себя. Вот есть ли это автоурон? Скорее всего. Смотрите внимательно еще раз. Я вот зафиксирую этот момент. Он находится за стенкой, персонаж, и все равно по нему проходит урон. Смотрите, на секунду выглядывает персонаж, и ему залетает на полную. Есть это автоурон? Да. Есть подозрение в руках? Да. Но мы не можем доказать по одному фрагменту, что это так. Мы просто понимаем, что, возможно, этот игрок что-то использует. Он держит периферийно в правой точке зрения противника. Есть инфа по нему со стороны тиммейта. Опять же, он слышит противника, противник уходит и противнику залетает на фул. То есть не важно, противник вообще находился где-то далеко или близко, ему все время залетает на 28 на фул. Что это значит? Это значит, что, возможно, у него стоит автоурон. Та самая неприятная штука, которая регистрирует попадание вне зависимости от того, где ты находишься. Он не пингует, у него 24 пинг, у него все пули залетают четко туда, куда нужно. Но по этим двум моментам еще рано судить о том, что он является читером. Скорее всего, он не... Вот опять, вот здесь... без наличия инфы. Вот смотрите, сейчас нам начинается момент, он просто выпрыгивает, он видит его издалека, окей, он его увидел, не придраться. Очень странно, что человек с игрой на таком уровне не узнает, как стрелять с 4-го прицела. Это очень печально. И вот здесь, смотрите, по waypoint трассеров, это баг демо может быть. Может быть баг демо, мы не можем судить на 100%. Здесь мы не можем точно сказать, что это так или нет, но вейпоинты выстрелов у него летели в четком местонахождении модели, то есть, возможно, это был баг демо. Окей, здесь слышно персонаж, ничего здесь сверхъестественного нет, он абсолютно четко ориентируется по шагам, использует трехпосту, это опять же музей. Здесь абсолютно дефолтный килл, здесь я не могу придраться к чему-то. И до этого киллы, по большому счету, являются дефолтными. Проблема тех киллов только в том, что у него постоянно четкое понимание, где находится противник. Плохо это? Нет. Хорошие игроки действительно понимают внутренне, где находится противник. Проблема его именно в том, как он это дело фиксирует своим поведением, как вот он и психологически постоянно в до наводки, постоянно достает чуть раньше оружие, еще что-то делает. Играет хорошо, да. Есть вопросы по этому видео, есть вопросы. Можем мы точно 100% сказать, что он использует читы или софт? Нет, не можем, потому что в данных моментах мы видим просто дефолтную хорошую игру. И у него рандомно падает прицел, у него абсолютно рандомно идет стрельба. И вот все подозрения, которые были до этого, они снимаются. Мы не забываем, что на разные виды оружия может использоваться разный софт. Причем на 4-ку у него не настроена стрельба, то есть он чувствительность на 4-ку вообще не поставил. Вот в этом моменте есть какое-то подозрение? Нет, здесь никакого подозрения в этом моменте также нет.
Не нравится мне только одно, что его прицел клеится вот именно таким образом. И вот здесь, и вот это единственное, за что можно действительно придраться. Вот провел, окей, вот ниже, обратите внимание, прицел. Вот сейчас, оп, вы видите этот момент? Это маленький момент, микромомент, который может заставить подумать, что у него есть ВХ, видите? То есть угол здания, угол окна и вот этот момент. Насколько это точно? Это может быть просто случайность. Опять же, вот опять второй момент, точно такой же. Здесь с тем, кто находится правее. То есть два таких момента, в которых он, смотря в окно, наводится чуть-чуть. Может это быть случайность? Да, может. Да, может. Но уже мы два момента имеем. Первый в общагах, второй здесь. Вот мне недостаточно стопроцентных доказательств, чтобы сказать, что этот братик палится. Недостаточно, ребят, я объясню, потому что те моменты, которые были, это все настолько дефолтные моменты, в которых 100% сказать, что именно этот вот игрок вот на 100% спалился, нет. Есть подозрение, что у него он использует сот. Это только подозрение. И судить вот основываясь только на подозрениях, это не является правильным, потому что игрок может просто действительно играть. Нам недостаточно здесь доказательств. Мы переходим к следующему, а по этому парню мы ставим о том, что не определено и нужно видео записать еще раз. По этому парню однозначно. Ну, хотя, смотрите, следователи, которые были до меня, они выявили нарушение. Прогресс, то, что он практически точно будет забанен, но проблема в том, что лично мне, вот с точки зрения даже его поведения, недостаточно вот этих двух моментов и микромомента, который был для того, чтобы для себя точно определить, что 100% это читер. 2 минуты, почти 3. Можем посмотреть. Опять метро. 4-я броня. 4-й рюкзак. Так, вот сразу, да? Это коллиматор. Вы понимаете, да? Это коллиматор. Это 57. И это практически четкая наводка, махом приклеивается прицел и ведется просто спрей. Что мы говорим? Палево? Палево. То есть, ну, окей, может быть, этот парень не очень хорошо умеет стрелять. А может быть, этого парня развито чутье, и он Джеймс Бонд. Мы же не знаем. Да вообще, на кого не погляди тут. Просто практически без 5 минут все киберспортсмены, но тут, к сожалению, что-то идет не так. А так вообще, конечно. Вот смотрите, он держит периферийным зрением постоянно модельку, к которой он движется. Он четко идет к ней. Заранее готовит оружие, заранее готовит и стреляет, еще будучи не видя противника. То есть попадает в голову, 2 попадает в тело. Видел он противника? Нет. Рентгеновское зрение, то есть ВХ есть и есть. Опять же, заранее наводка на 6-м прицеле желтым обозначен момент, что противника не виден. Вот здесь очень интересный момент, тем, что он не донавелся, но ВХ здесь 100%. Вот это вот как раз тот самый автоурон. Обратите внимание, урон регистрируется практически на 65, да, единиц, там, при том, что сам противник находится наполовину, видно его, то есть, а залетает ему так, как будто он в ростовой, полностью полный рост стоит перед ним. То есть, соответственно, это 100% автоурон, да. А автоприцел, то есть, ну, возможно, надо смотреть. Скрывает у него прицел в сторону, смотрите, там другие противники. Это автоприцел, вот так он работает, то есть это не помощь прицеливания. Обратите внимание, я хочу, чтобы вы для себя зафиксировали, куда он пострелял. Вы видели, под лестницей находится вейпоинт совершенно другого персонажа на расстоянии 200 метров, а у него прицел срывает именно туда для стрельбы. Видите? Вот это называется автоурон. Вот это 100% чувак, который спалился. Братик, ты нас просто пытаешься держать за идиотов. Мы даже досматривать не будем. Мы выявляем рентгеновское зрение, автоприцел и автоурон. Ну, модификации стен здесь недостаточно, но в принципе этого тебе хватит. 100% читер.
однозначно улетаешь в бан. Даже без разговоров можешь там делать, что хочешь. Особенно на лестнице ты прям просто 100% сыграл. 200 метров у тебя там рядом цель не попадается, да? Так, ну здесь персонажа видно. Момент. Что-то мы увидели, нет? Стандартное поведение прицела, ну практически. Обратите внимание, что читеры очень часто используют коллиматор. И это не просто так. Дело в том, что коллиматор... А теперь посмотрите, как ведет себя оружие. Видите, у него отдача идет вверх-вниз. Она не идет вправо-влево. Так себя не ведет МКшка 12. Вообще не ведет себя так мини. И вот это подозрительный момент, на котором мы первый для себя делаем момент, чтобы брать их палец. Вот опять смотрите, что это. Вы скажете, да, это дефолт, перевод прицела. Нет, ребята, это галимая софтинка, очень дешевая. Она именно так работает. Она иногда скриптами просто подгружает сервер лишний раз. Но со стороны клиента возникает проблема. Это вот, кстати, то самое палево, о котором многие не знают, но держу вас в курсе, что срыв прицела в сторону в момент стрельбы, в момент проведения очереди является первым показателем дешевого софта. Скрипт написан криво. Вот. Там есть определенные моменты при написании скрипта, которые... То же самое на шестом прицеле, который выкручен на тройку. Еще раз обратите внимание, модификация отдачи у данного персонажа именно на миник, ребята, просто настроена идеально. Дело в том, что даже с обвесами вы можете пойти отдельно взять и пострелять, вы только лежа сможете это делать. Он стоит, и при этом он еще двигается. У него первые пули должно срывать в горизонтальной отдаче. Происходит это? Нет, этого не происходит. Не происходит этого, потому что у него стоит модификация отдачи именно на один тип оружия. Дальше что происходит? Посмотрите. Есть инфа? Да. Дали метку? Нет. Его тиммейт мог дать инфу, где находится противник. Что мне не нравится еще в этом моменте. Периферийным зрением он четко смотрит именно туда, где этот противник. По звукам стрельбы, по местонахождению он мог определить, где он есть. Да, вполне вообще реально. Сейчас будет дефолтный момент. Но так как у него регистрация попаданий на всю идет, обратите внимание, смотрите еще раз. Персонаж, который напротив него, ведет стрельбу в него. Пинг у персонажа 60. В него стреляют с МГ. Вот что здесь практически все на прицеле залетает в данного персонажа, данного врага, а враг при этом умудряется промахнуться. Это нормальная ситуация со стороны противника, он может стрелять в другую сторону, он не стрелял в другую сторону. Проблема в другом. Проблема в том, что при пинге 60 у данного товарища абсолютно все по кайфу залетает. А залетает у него, потому что у него именно на этот типовой прицел и настроен все. На отдельные виды оружия. И да, в китах есть возможность выбирать именно вот такую стрельбу. Он не зря бегает не просто так именно с этим оружием. И смотрите еще, как он палится. Вот это ВХ. Без меток, без какого-то момента. Он первый раз, обратите внимание, смотрит сюда. Ни вниз, ни вправо, ни влево. И буквально проходит 30 секунд, он то же самое делает. Дает метку на 243 для того, чтобы тиммейт обратил внимание, что там что-то есть. Проблема в том, что тиммейт как бы не в курсе, а этот персонаж все в курсе, у него все хорошо. Галимая игра, братик, ты спалился и ты получаешь заслуженное. Рентгеновское зрение, да, автоприцел 100% да, автоурон, да, модификация отдачи оружия тоже да. Здесь, в принципе, даже говорить не о чем, братик палится и покидает нас. Я думаю, туда ему дорога, туда ему место. Смотрим дальше. Посмотрим. Минута. Коротенькое видео. Сегодня, кстати, было 2 видео по метро. Ну еще раз, дай-ка мне насладиться. Хорошо, под машиной все видно, вопросов нет. Берет упреждение. Еще раз. Окей. Окей, стоп. Вот секунду еще раз. Вот здесь обратите внимание, куда он стреляет. Он смотрит в бок. Здесь очень важно понять,
Есть ли там тупо удар или нет? 157. Очень уверенно играет с АВМ. Держит вот здесь, посмотрите, во внимание. Он держит во внимании ту цель, которая находится. Он не просто так крутится, вертится, еще что-то делает там, не понимая, что делать. Он либо очень хорошо играет и знает, что инфа была, там до этого был персонаж, либо постоянно старается держать в своем периферийном зрении именно те места, где находится... Чтобы вы понимали, это АКМ. У него задирает, помните, я когда-то видео говорил, у него задирает очень сильно оружие, и это тонкая очень настройка. Опять же. Целится, абсолютно целится, чуть ли. То есть, вот сейчас посмотрите, куда он выстрелил, еще раз. И да чуть навел. Окей. Здесь есть претензии? Нет. Почему, я объясню. Потому что это физически делается до наводочка в момент выстрела. Можно это настроить в читах? Можно, ребят. Это настраивается точно так же. В конечном моменте это настраивается. Опять же, у него по всем моментам есть... Во всех моментах у него абсолютно есть информация. Дорогой скин, но скины, ребята, ничего не решают абсолютно. Можем мы прикопаться в этом видео и доказать, что он читер? Нет, ребят, нам мало доказательств. Всего минута записи, и мы видели всего 2 момента, в которых у него, возможно, есть элементарно докрутка до момента, в момент нажатия выстрела, регистрация попадания по вейпоинту происходит в момент, где он есть. То есть это делает софт. Где моделька есть, то есть она совмещает этот waypoint модельки, и можно достаточно в крайний верхний угол выстрелить, а там все сделает для тебя софтинка. Можем мы за это доказать? Нет, не можем, ребят, потому что у нас всего минут 47, и, к сожалению, здесь нарушений нет. Нарушений нет, этот братик не спалился, причина очень простая. В данном моменте у персонажа недостаточно моментов, чтобы мы точно сказали, да, вот он 100% софтер, он не спалился. Кстати, опа, ливик. Персонаж, кстати, одет, часть, получается, с ворона выбита, да? Хороший сет. Да, наводочка используется, да? Я не про чит сейчас говорю. Я говорю не про чит. Вот помощь прицеливания возможно, но это может быть и режим. То есть здесь тоже опять момент подозрительный, да, насколько точно, да, не очень. Мы просто начинаем задумываться. Но у этого персонажа есть замечательный шлем. Вот этот шлем, кстати, для меня в 90% случаев говорит о том, что братулечек у нас просто читерок. Особенно, когда он использует кулачки. Я вообще перестаю сомневаться, обязательно нам докажет момент того, что он читер. Потому что кулачки и вот этот шлем, это 100%. Мама, я покушал, принеси, пожалуйста, поесть еще раз. Я настолько самостоятельный, что мне нужно, чтобы за мной поубирались. Ну, это вот что-то из этого духа. Я не знаю, почему им это нравится, но практически все читеры, они вот одинаково мыслят. Видимо, это какая-то у них одинаковая академия. Краем взгляда периферийно он смотрит, где находится персонаж, едет точно на персонаж, опять оглядывается, смотрит на него. Персонаж практически не издавал никаких звуков. Сейчас будет преф. Полагается тупо на софтинку. И, естественно, она дорабатывает. Помощь прицеливания здесь никаким образом не играет. Персонаж психологически просто поехал там, где находится вот этот игрок. Он понятия не было никакой инфы. Никто из тиммейтов ему не давал. Четко заехал, четко никуда ничего не смотрел, ни сзади, ни справа, ни слева. Тем более он понимал, что там один, потому что у него есть рентгеновское зрение ВХ. Опять огляделся, посмотрел, справа, слева есть персонажи. Да, отлично, он о них знает. Просто они далеко. Да, там, кстати, на софте показывает расстояние, где находится персонаж. Он прикидывает, куда он поедет. Сейчас он поедет к тому персонажу, который ближе. Это будет церковь. Он четко видит его в периферийном зрении.
Заезжает сюда не просто так, потому что персонаж был у него в спине, он его видел. Их было 2. Сейчас он будет включать актера. Оп! Вот он видит их обоих, это не просто так он стоит здесь, обратите внимание. Это рентгеновское зрение, ВХшечка, это великий актер. Может быть, великая актриса. Он не выходит, он очкует. Он услышал, как убежал один, и выходит префом на второго. Да, да. Все, отлично, круто, классно. Братик, ты спалился, я думаю, 365 дней тебе подумать прямо вот как раз. Через 10 лет ты как раз будешь отличным игроком. Ну, можешь идти покупать новый аккаунт, жалко РПшечку, эмочка, ледник у него есть, скиночки, ребят. Но это 100% читер, это тот же самый братулек, который у нас пытается нам бросить пыль в глаза. Здесь он вообще просто афкашит, его ничего не парит, ему позвонили, катка идет, а что ему париться? У него все под контролем. Естественно, да, наводочка, о чем я и говорил. Мы ничего не скажем по автоприцелу. Вот поэтому. Но мы 100% ему пришьем рентгеновское зрение. Оно было, подтверждение масса. Я не знаю, в чем тут другие исследователи вообще сомневаются. Нет нарушений, 39% ставят. Ребят, это галимая ВХ. И если вот кто-то не умеет, точнее, возьмите просто, есть специальные сайты, где это объясняется. И кто пользовался, он прекрасно открывает, видит, что это так. И как бы он 100%, ребята, которые юзали софт, они знают, о чем речь. Тут просто галимая, 100%-ная туфта в виде того, что якобы он там купил скиночки, РПшку, и он не читер. Ребят, это 100% читер. Это 100% читер. Ну, он спалился, идем дальше. Не будем затягивать. Стандартный скин, кстати. Карты и ранги. Это музей, осталось 26, 25. Уже 7 убито. Да ладно. Кто-нибудь может мне объяснить вот это вот что было? Еще раз. Во-первых, где его отдача? Ее нет от первого лица. Именно на эмочку. Просто отдачи нет. Во-вторых, я такого количества регистрации урона давно не видел. И дело в том, что у него пинг 20. Пинг у этого персонажа 20. Но то, что я сейчас увидел, это просто вот... Это нечто. Он сейчас это повторит, я думаю, и можно делать выводы. Ну-ка, давай еще раз. Он абсолютно не опускает прицел. А почему? Потому что он привык, что регистрируется практически весь урон регистрируется в одну точку. Он идет на кулачки добивать. Вот обратите внимание, что его не трясет. Нет отдачи вообще абсолютно. На бегу. Попробуйте зажать с глушителем с М416. Попробуйте это сделать на бегу, чтобы у вас все практически 30 патронов попали в одну цель, в одну точку. И вы поймете, о чем здесь речь. Если право повернет, ну там было видно. Он вообще катается, по-моему, только по ботам. У меня есть такое ощущение, это боты, он убивает только ботов. Обратите внимание, что у него куча киллов на ботах. Возможно, парень либо играет ночью, либо на сервере где-то. Скорее всего, это европейский сервер, просто я не могу понять режим аркады или что это за режим. Сделал на троечку прицел. Играет с миником. Конечно. Вот здесь прицел подрывало правильно. То есть здесь какой-то настройки нет определенно на прицел, но скорее всего он стоит полностью в рост. Скорее всего есть у него подкруточка на эмочку, либо у него конкретно на прицел на 3х, да, то есть там, если мне память не изменяет, там можно это делать, надо еще раз освежить знания, посмотреть там при установке прицела, как себя будет вести оружие. Я гляну,
обновление Вы сейчас были свидетелем невероятных вещей. А вы скажете, что это ребята не умеют стрелять. А я вас, ребята, разочарую. Есть определенный вид софтинки, который, в принципе, делает пинг-лаг ваш выше, чем есть на самом деле. Вы лагаете для сервера, он не регистрирует, там просто пакеты отправки клиента работают иначе, и вас просто тупо не могут вот так вот убить. Он лагает, смотрите, у него пинг 20 всю игру, но показано так, когда первые пули полетели, на что меня навело на мысль, как будто он лагает. Есть такой софт и есть такие виды софтинок, на которых вы реально можете просто сделать так, что вы лагаете для всех, для сервера, а для вас игра идет точно так же. Он просто с МКшенькой, с миником, да, накидывает, и ребята не могут в него попасть, потому что для них он лагает. У них не регистрируется попадание. А, к сожалению, здесь можно поставить только использование неуязвимости. Это оно и есть. Это яркий пример того, что парень читерит. Только читерит он через перегрузку клиента, сервера клиента. И это 100% так. И он палится. И я такое видел не раз. И можно сказать, да у него просто лагает. Ребят, у него не просто лагает. У него все прекрасно, он прекрасно попадает, прекрасно регистрируются все попадания, у него все хорошо. У него-то как раз со стороны клиента все хорошо. У остальных, кто против него играет, все печально. Поэтому этот парень использует уязвимости и другое. Я не знаю, как ответили там другие исследователи, но это то самое. Ну, кстати, 82% что это так и есть. Ну, ребята молодцы, видимо, знают. 2 минуты видео, следующее. Давайте посмотрим. О, метро. Метро подземка. Со стороны блока С. Кстати, в full 6-м обвесе. Full 6-м обвесе. И голова, и все остальное. Так. Это Баскин сидит. Посмотрите, куда смотрит у него прицел. Обратите внимание. Такого до наводки нет там. Вот он смотрит, видите, куда у него смотрит прицел? Вниз. А стрельба вейпоинтов летит четко туда, где находится модель. Ну и, собственно говоря, сейчас вот то же самое. У него прицел вниз. Сейчас он... Первое подозрение, что братик у нас палится. Но это не 100% подозрение. Это может быть баг демо, лаг демо. Вопрос в том, что он смотрит в стены. И то же самое. Видели, как срывает прицел, куда он смотрел, куда стрелял? Почему? Потому что он прекрасно знает, что его софтинка все сделает за него. И он убил персонажа, ребята. У него там, наверное, рикошетом пули просто зацепили. И нормально. И шикарно. Причем автоурон у него шикарнейший. Он практически там с 5 выстрелов вообще сбрил на 100%. Шикарная регистрация попадания урона. При том, что, ребят, пинг у этого товарища 109. У данного персонажа пинг 109. А регистрация у него урона максимальная. То есть мы сейчас можем говорить о чем? Что нам мешает вынести суждение 100%? Это его пинг 109. То есть он на самом деле со стороны клиента целился туда, где находится персонаж. Он целился именно туда, а мы здесь в демо видим так, как будто он смотрел вниз. Может быть такое, 100% может быть. Оп! А вот это уже второй раз нам говорит о том, что парень как раз использует не только софт, но и ВХ вместе с софтинкой. Вот, собственно говоря, о чем мы и говорим. Вот это сдернуло его, смотрите еще раз. Вот здесь в моменте есть микромомент. Посмотрите внимательно, его сейчас должно сдернуть. Оп, это сдернуло его не потому, что он посмотрел куда-то направо. Нет, ребят, это как раз та самая голимая фигня, о чем я и говорил. Вот он прибежал, а здесь закрыто, да? А потому что ты не с той стороны прибежал. Надо же. Да и режим у тебя не тот. У тебя режим не тот. Прибежал ты. Не тот режим ты выбрал, да? Ай-яй-яй-яй. Что я могу тебе сказать? Ты для нас спалился. Мы тебя баним.
Баним у тебя за то, что у тебя стоит донаводочка, и за ВХшечку. И все. И никакие модификации не поменяют тот момент, что ты это юзаешь. Спасибо тебе большое. Ты спалился. Выявлено нарушение, да. Рентгеновское зрение, да. Автоприцел, да. Поехали. Опять же, full 6 обвес. Радик. Пока дефолт. Давайте еще раз просто взглянем. Мне не нравится еще раз. Надо просто для себя уяснить. Окей. Здесь не прикопал. Слышал он тех, кто наверху. Да, вот здесь первый момент, в котором нас вызывает подозрение. Оп. Еще раз. Оп. Первый момент подозрения есть. Разброс у него вообще на нулях, но это можно списать на таланты. На таланты, модификации в данном режиме. Плюс он не входит в прицел, а вот это уже проблема. Красавец. Еще раз. Ну, как говорится, теперь автоприцел, да, рентгеновское зрение, да. Давай, докажи еще раз. Ну, в принципе, тут дальше доказывать нечего. Мы досматривать это не будем. Рентгеновское, да, автоприцел, да. Метро сегодня много. И читеров что-то у нас в метро немало. Поехали дальше. Лута все хотят, как говорится. Эранги. Рожочек. Ледничок. Ледничок без обеда. Хорошо настроена четверка. Поработал. Окей, вопросов нет. Именно так примерно себя ведет четверочка, если посидеть на полигоне и попотеть. Пинг 32, это нормальный пинг. До 50 абсолютно нормально. Сервер хорошо воспринимает. Заранее приготовился. Вот эти вот гранаты заранее. Питеры очень, я вам скажу, очень фигово кидают вообще гранаты. Я вам так скажу. Вот этот момент нас наводит на подозрение. Не то, что он кинул гранату, а вот именно тот момент по второму игроку. Оп. Заранее подготовился, держит его постоянно в прицеле. Но инфу мог дать ему тиммейт. Инфу мог дать ему тиммейт, то здесь нет каких-то моментов, это только подозрение. Мы никогда не выносим суждения, прям практически сразу, если не можем сказать 100%, что данный персонаж у нас читерит. Данный персонаж у нас на данный момент отыгрывает на среднем уровне. С мифической рулеточкой у него шлем ледник. Еще один подозрительный микромомент. Еще один подозрительный. Посмотрите, срыв мишени. Оп. Здесь есть подозрительный. Это тот момент, за который придраться нельзя, потому что было видно. Но вот опять же, здесь проблема в том, куда он смотрит. Еще раз, куда он смотрит. Куда у него подрывает прицел. Почему так? Нижняя часть окна и постоянно мог там персонаж выпрыгнуть, могло произойти все что угодно. По тому моменту мы судить тоже не можем. Пока у нас только косвенные доказательства. Только косвенные доказательства. Нам пока не хватает доказательств 100%. Вот здесь очень неприятная ситуация. И опять же, мы не знаем, до этого была у него инфа, нет, потому что зона практически последняя. Его тиммейты находятся чуть-чуть выше, то есть они могли дать инфу. И каждый раз он на миллиметре от того, чтобы мы вынесли приговор 100%. Нам не хватает доказательств сейчас. А вот здесь... А вот здесь доказательств нам ребята хватает. Слишком много косвенных доказательств, указывающих на то, что парень играет с ВХ.
По иму мы не можем к нему придраться. Но вот здесь прицельчик у него очень хорошо сорвало в самом начале момента. Именно по этому моменту не потому, что он стрелял по парню, который бежал снизу, а потому, куда он бежал. Очень часто читеры, реально читеры очень часто включают какие-то моменты, там по триггеру можно настроить, а включают какие-то моменты в конце игры, когда, вот, например, он может всю игру в моментах вообще не палиться, то есть ничего не включать, ничего не использовать, и включить последние моменты, когда уже, в принципе, будет понятно, что, ну вот все. Вот именно в эти моменты он может как раз включить свое вот это ВХ, еще что-то, что он использует. То есть подождать и включить уже, скажем, когда вот, ну, вот последний момент. И здесь у него 3 раза было, 2 раза, хорошо, 2 раза было косвенно, и 3-й раз у него был момент, связанный с тем, что он донавелся. Вот только в этом моменте я точно могу сказать ему, что он, скорее всего, использует рентгеновское зрение. А модификация отдачи оружия, проблема в том, что 4-й прицел задирает выше. Но это можно настроить, посидеть, и в принципе у меня тоже 4-ка, она себя ведет, вот прям у каждого это индивидуальный момент. Мы не будем здесь ему накидывать лишнее, мы достаточно поставим, что братик спалился на рентгеновском зрении, на ВХ, и я думаю, что скорее всего он и отлетит. Поехали дальше. 3 минуты. Это Нуса, это Нуса. Маленькая карта, 1 на 1, очень быстрые здесь бои. Практически там идут буквально 10 минут, ну, плюс-минус. Ясно? Ну, по первому моменту его могли там убить, у него могла быть инфа, он мог знать. Очень жадный на киллы. Видимо, КДшечку себе поднимает. Вот это, видите, момент? Он смотрит именно на того персонажа, который ехал в машине. Посмотрите еще раз. Он не смотрит куда-то отдельно, он смотрит именно за персонажем, который едет в машине. Он его фиксирует. То есть у него, возможно, даже ник высвечивается этого персонажа. Возможно, этот персонаж его убил. Вот видите? Он периферийным зрением постоянно держит модельку в ее видимости, то есть он ее не отпускает. Желтым моделька обозначена в момент, когда она спрятана. Ну а в принципе автоприцел сделает все за него, поэтому и в движении он может стрелять, у него все прилетит. И помощь прицеливания, еще раз повторюсь, она работает не так, как вам кажется, она не приклеивает прицел. И в движении у вас его срывает и прочее, прочее. Она просто вам помогает частично. Быстрый вход в прицел, это, ребята, тоже настраивается, но в данном моменте проблем нет. Окей, он слышит, что кто-то едет, но он вот сейчас он стоит не просто так, ребята, так. Он стоит, смотрит с правой стороны, кто едет. И вот сейчас вы видели, еще раз момент, обратите внимание, куда он наведется и как. Оп, и повело прицел. Я просто уже тоже на это насмотрелся, поэтому здесь все идентично, ничего там нового не придумано, скрипты тяжело писать, ну как тяжело писать, Microsoft там пишет их быстро, дело-то в том, что подстраивать их, меняться, система безопасности меняется, это все-таки бабки и это как бы работает. Здесь в принципе все понятно, не будем долго рассматривать, рентгеновская, да, модификация автоприцела. Автоурона там не было зафиксировано, до конца не смотрели, да и этого достаточно, там за одну-то отлетает. Хороший -3. Это починка, это Ирангель. Починка Ирангель, хороший -3. Вот здесь первый момент, который не устраивает. Причина в том, что он просто донавел в тот момент, когда персонаж полетел. Смотрим дальше. Держит постоянно, держит. Но можем придраться? Нет.
Не можем придраться по той простой причине, что элементарно это можно все на инфе делать, это можно знать. Но то, как он вел за моделькой, не коррелируется с его поведением управления персонажем и моментом игры. Он играет как нубло, но при этом вот эти гранаты, конечно, это прям... Ну, доказательств, что он 100% видит, что-то у нас нет. Ее нужно бросать секунды на 3, здесь даже на 4. А ты бросаешь на 5 на 6. Тебя первый раз не навело на мысль, на второй это должно было. Очень часто читеры не умеют бросать гранаты, кстати. Тоже показатель. Смотрите, здесь очень много моментов, по которым можно сказать, что он будет ВХ, но вы должны понимать, что вот, например, вот элементарный момент. Вот здесь, смотрите, вот я сейчас покажу. Вроде бы навелся туда, где находится персонаж. Момент переключения демо, вот этот момент, нам не показывает, была ли поставлена метка, либо было что-то сделано до этого, когда вот он персонажа мог там заметить. Поэтому сказать, что вот этот момент показывает, что он ВХ, нет, ребят, это тоже не то. Мы должны понимать, что до этого, возможно, была дана информация. И стрельба здесь абсолютно дефолтная. Даже не самый фонтан. Вот этот момент нас может напрячь. Посмотрите без этого. Вот именно этот момент, вот именно в этом моменте у нас есть претензии. А не к тому, что он посмотрел на камеру. Потому что посмотрел на камеру, у нас недостаточно информации. А вот этот момент... Но этот момент, почему нас, опять же, не может сказать, что 100% он читер. Звуки стрельбы и направление, откуда ведется стрельба. Вот в чем проблема. А вот это вот уже большая проблема. Либо это баг демо, либо это баг демо. Давайте еще раз. Куда смотрел прицел при стрельбе, вы видели? Лежа. Он смотрел вправо. А куда летели патроны? Влево. Ну это же автоприцел, Magic. Нет, это не помощь прицеливания. Еще раз вам скажу, это не помощь. С отдачей у него порядок. У него косвенно использование ВХ. Неумение кидать гранаты. Очень средний уровень игры. Задача порядок. Проблема с автоприцелом. Прицел не сдергивает. Проблема в том, что летят туда пули куда не надо, да. Подозрительно. Очень подозрительно, но недостаточно. Этот братик не спалился конкретно, чтобы ему выдать какие-то точные суждения. Поэтому братику повезло. Он не палится. Записывается еще раз. И в дальнейшем, возможно, к нам попадет. Сейчас этот братик чист, как слеза младенца. В чем я, конечно, сомневаюсь, но ему просто повезло, и на том видео он не спалился. Но он еще спалится. Будет у него такая возможность прекрасная. Они все со временем потом палятся, рано или поздно. Тем более алгоритмы работают так, что сюда попадают люди не факт, что читеры, но процентов на 80-70. Это не только кто их закинули, есть еще алгоритмы. В каком положении он? Он сел, лег. Сел, законтролил. Вопросов нет, окей. В дымах они. Еще раз, давайте посмотрим. Нет, они не в дымах, они перед дымами. Этих персонажей видно всех. Вот так как срывает у него, как вы говорите, вот у него срывает прицел, так как у него рвет прицел, это, ребята, не рвет прицел. Это как раз вот то, что происходит, когда вот он туда наводится, там планшетом, прочее, что-то как-то вот пальцем, там, это другая история. Здесь он пытается показать, что это все так. Но мы пока не видим ни одного килла, на котором мы можем что-то приписать.
Вообще абсолютно нормально играющий персонаж. Скорее всего, зарепорчен он за то, что делает много киллов. Просто кто-то за ним посмотрел. И на каком моменте это произошло, мы сейчас с вами узнаем и поймем. Вот здесь опять. Вот первые пошли моменты, да? Еще раз. Его тиммейта поднимает, он видит краем взгляда, там пропалился, да, пропалился, пробежал. Просто перезаряжается, да. Психологически он такой, я, наверное, смотрю на этого персонажа, так нельзя делать. Но этого мало. Вот в этом моменте мало доказательств. Они есть в использовании ВХ или модификации схем. Да, они есть. Но этого, ребята, мало. Пока братик не палится. Все дефолтно, спокойно. На чили, на расслабоне. По этим всем персонажам есть инфа. И игрой. Сковородка, ну, плюс-минус нормально. Убил бы кулаками, сразу бы бан. Вообще не разговаривая. Как говорится, мы с вами знаем. Мы с вами прекрасно знаем. Достал кулачки. Претензия на киберспорт. А абсолютно дефолтно. Ничего здесь нет. Хороший контроль, настроенный прицел. Это нормально, это посидеть. Это настроить. Все. Ну и получается, соответственно, втыкал за то, что очень много палится. И очень мало мансик. Этот персонаж, ребята, не спалился. Этот персонаж недостаточно доказательств, он не спалился. И я думаю, что он еще себя покажет, конечно, но нет. Здесь парень, возможно, чистый. Возможно, чистый. И обычная средняя игра, там дефолтные моменты все. Абсолютно. Есть инфа, и шаги, все есть. И шаги слышно, и где бегает кто. Единственный момент, который можно ему придраться с натягом, это когда он стоит за стеной и начинает перезаряжать МГшеньку и так далее. Еще раз. Пинг 36. Ну вот, братик, ты и начинаешь первое, что делать, это уже под подозрением находиться. Два его тиммейта, я не знаю, что они делают. То ли переговариваются, то ли еще что-то. То есть здесь какая-то непонятная история. Там на машине можно было услышать звук, как едет машина. Опять же держит постоянно вот как бы в прицеле. И вот сейчас вот первое такое процентов на 80-90 серьезное. Это прицел в сторону движения модельки, которую не видно абсолютно. Нет никакой информации у него о том, что он здесь. И начинает стрелять вообще абсолютно где-то в другую сторону. Все прекрасно залетает. Костюм, по-моему, вторжение, да? Мифический, да? Мифическое вторжение. Все остальные скины дефолтные. Два момента, по которым можно сказать, что он использует билхак и прицел. Очень странно, что он... А с ботинком так не работает, да? Скрипточек у тебя кривоват. Да, есть такая проблема, ребят. При написании... Я думаю, скриптодел это прекрасно знает. Обратите внимание, как он здесь стреляет. Как он стрелял с ботом. Промотайте и посмотрите. Есть такая проблема, что на ботов немножко тяжелее написать. Как бы с одной стороны те же самые вейпоинты, но увы. И поэтому ему нужно доводиться, ему это непривычно. Сейчас он использовал иллюзию. Держит опять в поле зрения все три персонажа. Выходит четко. Выходит префайром. Персонаж там мансил, можно было понять, что он там. Теперь вопрос, что он будет делать по левым персонажам. Без инфы. Абсолютно. И вот следующий. Четкая доводка.
Ну что я могу сказать? По данному индивиду брат спалился он на ботинке, именно на ботинке. И вы скажете, да как же так? На ботинке он же наоборот криво стрелял, это доказывает, что он нет софта. Вот как раз на ботинке показывает, что софт 100% есть, и скрипты его прописаны немножко кривовато. Это скорее всего дешевенькие подписочки, поэтому нарушения есть, они выявлены, а рентгеновский автоприцел просто вот сразу, не особо не придумывая какую-то длительную историю. Ну, у нас последнее видео, 3 минуты, давайте подведем итог, посмотрим, что у нас в конце. Опять метро. Ну, хрешка. Использует ВХ, да? Да, использует ВХ. Надо нам еще, ну да, раз последнее видео, как говорится, дадим ему возможность проявить себя в полной манере. На дереве было понятно. Здесь видно. Начинает стрелять. Вот это показатель, что нет автоурона, потому что если даже чуть-чуть выстрел, там залетает 100%. А вот это показатель как раз того самого ВХ. Метро. Очень жаль. Там есть и инфракрасное видение, да, прицел, но это не он, это прицел именно шестерочка. Поэтому жаль, ребят, очень жаль. Очень жаль, ребят, но на этом, я думаю, здесь даже нет смысла досматривать. Это рентгеновское зрение, это ВХшенька, это 100%. И на сегодня у нас достигнут лимит просмотров. Собственно говоря, мы выполняем свою миссию качественно, получаем за это награду, чистим как можем наше сообщество. 74 игрока я уже наказал вместе с вами, 74 игрока нас покинули. То есть у нас, по большому счету, уже скоро к сотке будет добавлено 100 забавленных читеров, ребят. А это прям отметочка. Я думаю, что на 100 читерах я сделаю определенный конкурс, наверное, на 325 UC, на 320 или на 300 UC. Будет возможность выиграть. Это будет на 100 забаненных читерах. Вот когда циферка будет соточка, мы разыграем, собственно говоря, подарочек. И там будет такая викторина небольшая, на которой, прислав свой ответ, да, то есть можно будет выиграть, да, то есть выиграть UC-шки. Я думаю, это будет прикольно. Ну, собственно говоря, на этом все. Спасибо всем, кто был со мной. То, что чистим нашу игру любимую. 100 читеров — это неплохо, это круто, да, то есть только я один, а представь, если бы нас было хотя бы несколько тысяч, как бы читерам стало житься плохо. Спасибо большое, что смотрели. Будем с вами на связи. Ставьте подписочки, лайки. Ну и, наверное, что. Ну и пока.